Всем большой привет! Меня зовут Артем, и вы на канале Коптим вместе. Сегодня я вам хочу показать и рассказать не как правильно приготовить вкуснейшую говяжью колбасу с сыром, а именно как я это вижу, как я это делаю, как я ее готовлю, как я ее копчу. Для приготовления колбасы нам потребуется, у меня на столе здесь 6 килограмм говядины, 600 грамм сыра. Также я буду использовать соль нитритную, дробленый перец душистый, молотый, далее черный перец молотый, чеснок гранулированный сухой и фосфат. Все граммовки на килограмм я распишу в конце видео. Итак, начинаем. Первым делом я нарежу всю нашу говядину на небольшие произвольные кусочки, для того, чтобы она проходила в мясорубку. Приятно работать с хорошим мясом. Посмотрите, какой кусок. Что один, что второй. Вообще красота. Будем нарезать. Кстати, мне не так давно мой хороший друг Костик с канала «Чё похавать» вот такой узбекский нож подарил. Узбекский пчак. Спасибо тебе, Кость. Сегодня хочу как раз им воспользоваться. Так, ладно, хватит болтать. Режем. Как же, еще раз повторяюсь, произвольно. Вообще красота, куски великолепные. Потихонечку перерезаем весь наш сырок. Как вы видите, в данном процессе ничего сложного нет. Старайтесь сделать одинаковые кубики. Для чего это нужно? Для того, чтобы просто у вас рисунок на колбасе был однородный, красивый. Вот. Делаем, так сказать, эстетику колбасную. Сырок весь нарезал. Убираем его пока в стороночку. Итак, ингредиенты подготовлены, и пришло время нам делать фарш. Делать фарш я буду на обычной бытовой мясорубке. Я думаю, у каждого в доме такая есть. На решетке 3-5 миллиметров. Это уже как по вашему желанию. Значит, кусочки отправляем. Специи я добавляю обычно в 3 этапа, чтобы лучше их вместить в мясо. Прошло минут 15, может даже больше, как я вымешиваю фарш. Смотрите, вот он не падает с рук, значит, соответственно, он готов. Мы еще его немножечко домесим уже вместе с сыром. Добавляем весь наш сыр и еще минут 5 тщательно перемешиваем, чтобы распределить сыр по всей фаршесмеси. Если фарш на руке, значит все у нас хорошо. Все мы делаем правильно и верно. Я предварительно подготовил колбасную оболочку. Я буду набивать фарш в оболочку фиброз. И перед набивкой нам необходимо ее немного замочить, буквально на 3-5 минут. Сейчас я все оболочки помещу в воду комнатной температуры. И пока они будут замачиваться, я набью фарш в наш колбасный шприц. Помещаю фарш внутрь и, самое главное, немножечко его буду приминать, для того, чтобы у нас не оставалось воздушных карманов, пузырьков. Естественно, они будут, поскольку у нас не вакуумный шприц, но постараемся сделать максимально без воздуха. Одеваем оболочку на цевку и начинаем набивать наш фарш.
Набивайте плотно. Естественно, друзья мои, у вас будут полости воздушные в колбасе. Вот. Даже у профессионалов, я не про себя говорю, естественно, я далеко не профессионал, но даже у профессионалов колбасного дела эти полости встречаются. Почему? Потому что мы делаем вручную. Опять же, повторюсь, у нас не вакуумный шприц, и у нас ремесленный наш труд. Мы делаем домашнюю, хорошую, правильную, вкусную колбасу. Вот поэтому у нас такие нюансы бывают. Но, поверьте, на вкус это никак не повлияет. Мы перекручиваем оболочку. Опять же, показываю, как это делаю я. Раз. Кто-то вяжет профессиональные колбасные узлы. Кто-то делает там как-то по-своему. Я делаю так, как я делаю. Вот такими круговыми движениями я наматываю шпагат для того, чтобы уплотнить наш батон. Потом сверху немного отпускаю и завязываю пару узлов. Не хитро, не затейливо сможет каждый и с первого раза. И теперь, после того, как я завязал 2 узла, делаю небольшую петельку для того, чтобы потом продеть нашу колбаску на крючок. Все. Вот такой вот батончик у нас получается. Симпатично, не так ли? Процесс набивки окончен. Получилось у меня в общей сложности 11 батонов. От мала до велика. Вот. Я сейчас их вешаю на крючки, помещаю в свою сушильно-вялочную камеру для того, чтобы при комнатной температуре, друзья мои, обращаю ваше внимание, при комнатной температуре, но чтобы ваша температура не превышала порядка 20 градусов. Вешаю на отепление, вешаю для того, чтобы у нас колбаска обвиселась, вот, уплотнилась. И завтра мы уже с вами встретимся и будем проводить процесс копчения. Итак, дорогие друзья, прошла ночь. Я предварительно уже вывесил нашу колбасу в коптильню. Вот, настроил температуру в 60 градусов. И теперь мы будем доводить внутри батона колбасы температуру в 40 градусов. Как только температура достигнет этих показателей, мы уже будем приступать к процессу копчения с дымом. Но это вы чуть дальше увидите. Сейчас я вам открою. Тут у меня вот уже коптилка прогрелась, колбаса начинает испарять влагу, такой, не знаю, дым, тут такой пар. Большая разница в температурах. На улице сильный минус, в коптильне, естественно, тепло. Я буду использовать для контроля температуры самый простой механический термощуп. Колбаса наша в коптильне. Ждем 40 градусов внутри. Затем включимся. Прошло час 40, час 45. Мы вышли на заданную температуру. Это 40 градусов внутри нашей колбасы. И теперь нам следует поднять, увеличить температуру до 80 градусов. И будем подавать дым в камеру. Значит, коптить колбасу я буду на буковой щепе до достижения 60 градусов внутри нашей колбаски. Все, поднимаю температуру в коптильне, засыпаем щепу в дымогенератор и подаем дым в камеру. Дымогенератор запущен. Сейчас я открою коптильню и посмотрю, как поступает дым в камеру. Ну, отлично. Дым начал заполнять коптильню. Теперь закрываю. И ждем достижения 60 градусов внутри колбасы. Прошло у нас еще порядка часа 40. Мы вышли на заданную нам температуру 60 градусов внутри батона колбасы. Теперь я открываю коптильную камеру и выпускаю весь дым. Потому что следующий этап мы будем с вами доводить до кулинарной готовности на пару. Итак, открываем и смотрим, что же у нас там происходит. Ух, вот это дымное шоу.
обязательно выпускаем весь дым, чтобы не было у нас никаких кислинок, горчинок и тому подобное. Следующим этапом я поднимаю температуру до 85 градусов и буду подавать пар в коптильню. И буду доводить на пару до 70 градусов. Ну, 69-70 градусов – это кулинарная готовность нашего продукта. А у кого нет парогенератора, вы можете добавить в поддон вашей коптильни крутого кипятка, и у вас будет тот же самый эффект. Наконец-таки наш весь процесс, весь цикл копчения завершен. И мне не терпится уже открыть коптильню и достать нашу колбасу. Ух, вот это эффект, да? Вообще красота. Так мне нравится вот это вот, когда после парогенератора открываешь коптильню. Прям, ну здорово, не знаю, мне нравится, тем более мороз, причем крепкий такой пар. Температура в батоне 70 градусов. Все отлично. Колбаса готова. Снимаю ее. Смотрите, какая красавица. О, горячо. Пока снимаю, расскажу вам. Сейчас мы несем нашу колбасу на душевание. Буквально 3-5 минуточек под ледяной водой. Далее дадим ей выветриться от лишнего дыма. О, хорошо, какой аромат потрясающий. Далее уберу ее в холодильник для распределения, для выравнивания вкуса. И затем уже будем пробовать. Ну, естественно, завтра. То есть через сутки будем уже пробовать. Так что, друзья мои дорогие, встретимся уже мы с вами на дегустации, когда разрежем какой-нибудь батончик и отведаем его как следует. Прошли сутки, наша колбаса полностью готова, и мне уже не терпится ее скорее попробовать. Ну вот то, что вы видите, вот такая вот красота получилась, но это чисто пока визуально. На вид мне все очень нравится. Для дегустации я выбрал небольшую палочку такую. Тонкий аромат копчения присутствует. Вообще просто великолепно. Нет такого, знаете, ядреного, что прям в нос било. Не люблю, вот когда перенасыщенный аромат копчения. Ладно, хватит ее нюхать, надо ее скорее пробовать. Ну, срез замечательный. Посмотрим. Ох, какой аромат. Все, не могу, нет сил больше терпеть, ждать. Вы знаете, не хочется ничего говорить, хочется просто молча есть. Это натуральная колбаса, приготовлена из чистейшего мяса. Вы видели, с вкраплением сыра. Это, безусловно, очень вкусно. Соль идеально, просто идеально. Специи, ароматика копчения, все присутствует здесь. Вы знаете, мне не стыдно похвалить свой труд, честно. Потому что действительно колбаса удалась. По приготовлению, как вы видели, ну ничего такого критичного, сложного нет. А по конечному результату, ну, на мой взгляд, просто вкусная, именно достойная колбаса. Прям вот, ну хочется есть и есть. На праздничный стол порезать ее, красота. Утром на завтрак, да просто в бутерброд, там, быстренький перекус. Друзья мои, если не у всех есть возможность ее приготовить, вы можете ее заказать у меня. Я также продаю свою продукцию. Помимо колбас, многие еще консервы, там тушенки и так далее. За всеми подробностями обращайтесь в Инстаграм или пишите в Ютубе комментарии, я буду отвечать. Это первая колбаса, которую я показываю вам на, так сказать, публичное обозрение. Дальше у нас будет много разных других, и колбасы, и сосиски, и так далее. Все это вы, естественно, увидите. Если вам понравился ролик, если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии, задавайте любые вопросы. А также не забывайте про нашу страничку ВКонтакте,
в Инстаграме. Кстати, ВКонтакте также есть у меня группа. Ссылочки я оставлю все внизу, где вы можете сделать свои заказы. А так, давайте дружить вкусно. И до новых встреч. Всем пока. Колбаса, фо.